Привет, ребята! В предыдущем видео я говорила о том, что шахта Осириса или гробница Осириса была спроектирована не как могила или колодец. Я указала на характеристики, которые мне показались интересными, и которые могут помочь в анализе реального назначения этих шахт в Гизе. В этом выпуске я продолжу обсуждение загадочных подземных шахт возле Великих пирамид Гизы. Посетив загадочное плато Гизы, вы можете увидеть очень впечатляющие шахты, врезанные глубоко в скалу. Большинство этих шахт недоступны, но шахта Осириса открыта для определенных туристических групп. Изучая шахту Осириса, я надеюсь получить представление о назначении этих шахт, а также разгадать загадки стоящих рядом Великих пирамид. Древние египтяне были мастерами-строителями, каменщиками и художниками. Они создали впечатляющие творения, такие как эти храмы и гробницы, с бесчисленными фресками и иероглифами, которые покрывают стены от пола до потолка. От этих древних построек захватывает дух. Тем не менее, есть некоторые древнеегипетские памятники, построенные в совершенно другом стиле и без каких-либо фресок и украшений. Например, те же Великие пирамиды Осирион, шахты на плато Гиза, включая и шахту Осириса. Почему эти места не были украшены так же, как египетские храмы или гробницы? На некоторых мегалитических памятниках есть следы инструментов, напоминающие следы современных машин. Из-за разительных различий между египетскими династическими постройками и другими мегалитическими памятниками, некоторые ученые предложили теорию, согласно которой массивные мегалитические сооружения были построены не древними египтянами, а предыдущей высокоразвитой цивилизацией. Таким образом, было высказано предположение, что эти сурово выглядящие мегалитические памятники были обнаружены и унаследованы древними людьми, пришедшими сюда позже, которые впоследствии перепрофилировали их под свои нужды. Повторное использование и перепрофилирование старых конструкций и строительных материалов было обычной практикой среди древних культур по всему миру. В моем последнем видео я говорила, что я думаю, что шахта Осириса была спроектирована не как могила или колодец. Я указала на характеристики, которые мне показались интересными, и которые могут помочь в анализе реального назначения этих шахт в Гизе. Позвольте мне процитировать их. Первое. Несколько уровней с несколькими стволами, стены которых не выровнены. Второе. Второй уровень состоит из нескольких комнат. Третье. Следы от инструментов напоминают следы от современных машин. Четвертое. Участки на потолке похожи на оксид железа. Пятое. Странный тоннель на самом нижнем уровне. Крупные следы инструментов по всей шахте Осириса похожи на следы от современных машин. Вот кадры сегодняшних машин, пробивающих твердую породу. Помимо того, что это очень шумно, мы видим, что даже с помощью техники дробить скалу непросто и требует много времени. Просто имейте это в виду, когда будете смотреть фотографии шахты Осириса и других шахт на плато Гиза. Другие местные шахты большего размера демонстрируют передовые навыки резки камня с углами в 90 градусов. Они практически соответствуют нашим современным технологиям добычи и разработки карьеров. Поэтому я предположила возможность того, что эти шахты были выкопаны затерянной цивилизацией при помощи передовой техники, подобной той, что мы используем сегодня. Если это так, то мы можем сделать обоснованное предположение о предназначении шахты Осириса и близлежащих шахт, сравнив их с сегодняшними структурами, которые очень похожи на них. Полное отсутствие отделки и выравнивания стен наводит на мысль об утилитарных промышленных сооружениях. Целью была функция, а не красота. Теперь давайте воспользуемся характеристиками шахты Осириса в качестве ориентира, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти конкретное современное подземное утилитарное сооружение соответствующего профиля. Вы написали много проницательных комментариев о назначении шахт Гизы под моим предыдущим видео. Спасибо вам всем. Я постараюсь проанализировать большинство из них. Итак, были ли шахты подземными бункерами? Бункер – это оборонительное сооружение, предназначенное для защиты людей и имущества от экстремальных ситуаций, таких как бомбовые атаки или разрушительные взрывы. Вход в бункер обычно замаскирован или скрыт, так как это самая уязвимая часть.
Я не думаю, что для входа в бункер должна быть сделана большая вертикальная шахта, как те, которые мы видим на плато Гиза. Это нарушает безопасность укрытия, демаскируя его сверху. Кроме того, шахты Гиза находятся недалеко от Великих пирамид. Эти массивные пирамиды легко заметить с воздуха. Размещать бункеры рядом с такими заметными достопримечательностями все равно, что включать свет при ночных бомбардировках. Поэтому я не думаю, что эти шахты служили бункерами. А может, это были подземные хранилища? Маловероятно. Потому что для таких складских помещений не обязательно иметь рядом несколько больших лифтов. Выкапывание этих стволов в скале для общих складских целей очень дорого, трудоемко и требует много времени. В настоящее время все наоборот. Крупномасштабные подземные хранилища в основном перепрофилированы из бывших шахт или карьеров. А может, эти шахты были подземными акведуками или инженерными коммуникациями? Возможно. Но нет. Подземные акведуки представляют собой туннели с пологим уклоном. Им не нужно несколько уровней или комнат. Это же относится и к инженерным коммуникациям. А может, шахта Осириса была частью подземной атомной электростанции или хранилищем ядерных отходов? Что если каменные саркофаги использовались для хранения радиоактивного материала? В Серапиуме, под землей, есть еще больше каменных саркофагов. Получается, у этих ребят были похожие традиции. Я нахожу эту идею очень интригующей. Но я не смогла найти никаких научных данных, говорящих о радиации на плато Гиза или в Саккаре. Люди жили и посещали эти древние места в течение очень долгого времени, и никаких сообщений о радиационных поражениях или связанных с ними инцидентах не регистрировалось. А может, это потому, что эти объекты больше не радиоактивны? Я поискала в интернете и нашла следующее. Когда урановое топливо израсходовано, примерно через 18 месяцев, отработанные стержни перемещаются в глубокие бассейны с циркулирующей водой для охлаждения в течение примерно 10 лет. Хотя они и остаются опасно радиоактивными в течение примерно 10 тысяч лет. Если бы шахты Гиза и Серапиума действительно предназначались для использования в ядерной сфере, то им должно было бы быть более 10 тысяч лет, поскольку они больше не являются радиоактивными. Другое дело, что современные атомные станции – это очень большие объекты с глубокими бассейнами, массивными рабочими зонами, большим оборудованием и огромными градирнями. Шахта Осириса очень впечатляет, поскольку ее выдолбили в скале. Но ее масштабы несопоставимы с масштабами современных атомных станций. Водородные электростанции внешне похожи на атомные из-за оборудования большого размера и больших площадей. Таким образом, шахта Осириса была бы слишком маленькой для такого использования. Так какие современные подземные сооружения сопоставимы с шахтой Осириса? 3 ствола древнего сооружения выглядят как современные шахты или шахты лифтов. И они действительно близки по размерам к сегодняшним лифтам. Какие лифты уходят глубоко под землю? Может, для доступа к подземным шахтам? После исследования я поняла, что подземные шахты и шахта Осириса имеют интересное сходство и потенциально могут объяснить 5 характеристик, которые я перечислила ранее. Есть разные типы подземных рудников. Я сосредоточусь на разработке шахт. По названию мы можем сказать, что в этом виде добычи используются стволы. Шахтная добыча – это рытье вертикального или почти вертикального туннеля сверху вниз. Когда вершиной ствола является поверхность земли, это называют шахтой. Когда верхняя часть ствола находится под землей, это называется промежуточным стволом. Шахта Осириса имеет 3 ствола. Второй и третий стволы будут промежуточными потому, что их вершины находятся под землей. Сравним шахту Осириса с современными шахтами на основе 5 отмеченных мною характеристик. Первое. Несколько уровней с несколькими стволами, стены которых не выровнены. Вот несколько разрезов типичных шахт. Мы видим, что, как и шахта Осириса, современные шахты также имеют несколько уровней и несколько стволов. Множественные уровни в современных подземных рудниках называются штольнями, чтобы обеспечить доступ для отслеживания руды. Несколько стволов предназначены для разных целей.
Стволы большего размера обычно используются для лифтов обслуживания, чтобы транспортировать горнодобывающий персонал и оборудование вверх и вниз на разные уровни. Также есть вентиляционные стволы для вентиляции шахты. Вот схема стволов и туннелей на разной глубине в шахте Хоумстейк в Южной Дакоте. Мы видим, что инфраструктура рудника состоит из множества шахтных комплексов, включая системы подвалов. Недалеко от шахты Осириса есть несколько шахт, которые хорошо заметны на аэрофотоснимках. Они намного крупнее. А что если все эти стволы были компонентами горнодобывающей системы? Стволы побольше предназначались для транспортировки горняков и оборудования, как и в современных шахтах. Шахта Осириса из-за своего меньшего размера может быть пробной шахтой для поиска руды. Второй уровень состоит из нескольких комнат. В современных рудниках, когда шахтеры достигают определенного уровня, для добычи руды они используют длинную стену или систему колонн и комнат. Вот несколько графиков, показывающих такие комнаты и колонны. Это широко используемая система добычи полезных ископаемых, в которой добытый материал вывозится по горизонтальной плоскости, образуя сетки из комнат и столбов. Для этого выкапываются комнаты из руды, а столбы из нетронутого материала оставляют для поддержки кровли. Вот план второго уровня шахты Осириса. Мы видим, что компоновка второго уровня похожа на начальный этап системы комнат и столбов. Если мы закроем часть плана добычи, мы увидим, что он очень похож на камеры на втором уровне. Метод добычи комнат и столбов также работает и с коридором. Вдоль коридора вырубаются порода, чтобы создать комнаты. Между комнатами будет порода, оставленная нетронутой, чтобы она могла действовать как опорные столбы. Это соответствует второму уровню шахты Осириса. Кроме того, планировка третьего уровня также вписывается в систему комнат и столбов. В современных рудниках высота, размер, расположение и расстояние между помещениями и столбами значительно различаются в зависимости от таких факторов, как тип породы, поля напряжений и сейсмические условия. Третье. Машинные следы в шахте Осириса. Подобные следы были найдены на многих древних мегалитических памятниках, и они напоминают следы от современных горных машин. На этих фотографиях мы видим, что следы в шахте Осириса практически идентичны следам от современных горных машин. В предыдущем видео я уже показывала много фотографий для сравнения. Теперь я хочу объединить четвертую и пятую характеристики, потому что обе они указывают на возможное существование оксида железа. На третьем уровне мое внимание привлекли желто-оранжевые цвета и текстура странного туннеля. Этот цвет обычно является признаком окисления железа. Поэтому я думаю, что скала на нижнем уровне и части второго уровня в шахте Осириса содержат оксид железа. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть. В 2018 году доктор Кэти Джей Форти записала, что ее магнитометр на третьем уровне показал более высокие показания, чем норма. Магнитометры используются в геофизических исследованиях для поиска залежей железа, потому что они могут измерять вариации магнитного поля, вызванные отложениями. Если магнитометр дает более высокие показания, это означает, что на нижнем уровне шахты Осириса должны быть отложения железа. Это поддерживает мою гипотезу о туннеле из железа оксидной породы. Возможно, древние шахтеры немного исследовали второй уровень, но не нашли руды, поэтому они прокопали до более низкого уровня и выкопали этот туннель железорудной шахты. Однако, в конце концов, похоже, что они отказались от своих усилий. Возможно, они решили, что лучше пробурить еще один ствол поближе к месторождениям. Обобщая всю эту информацию, я считаю, что вполне возможно, что шахта Осириса была местом пробных горных выработок, а соседние шахты могли быть элементами древней подземной горнодобывающей системы. Конечно, эта теория подземных шахт будет работать только в том случае, если несколько стволов Гизы действительно будут иметь подземные камеры и туннели. Если это просто стволы с тупиковым концом,
Эта теория не выдержит критики. А есть ли на плато Гиза подземные системы? Да. В 2006 году одна группа провела обширное георадиолокационное сканирование на различных участках плато Гиза. Вот карта изучаемых ими территорий. Я наложила на эту карту аэрофотоснимок. Мы видим, что исследованные ими области охватывали дамбу и шахту Осириса, но не дотянулись до этих 3 шахт, что прискорбно. Однако здесь они исследовали одну шахту. Глубоко в скальной породе команда обнаружила полости. Некоторые на глубине до 25 метров, с несколькими туннелями шириной не менее 3-5 метров. Этого достаточно, чтобы использовать сегодняшнее современное горное оборудование. На основании радара я отметила участки, на которых были обнаружены подземные пустоты. Ученые обнаружили, что шахта Осириса – это единственная полость под дамбой. Команда пришла к выводу, что изученные участки показывают высокий потенциал наличия скрытых туннелей и вертикальных стволов. Диапазон глубины залегания целей составляет от 12 до 25 метров, а в некоторых местах он может быть глубже. Кроме того, цели могут быть соединены туннелями. Итак, на самом деле рядом с Великими пирамидами есть сложные подземные туннели, камеры и вертикальные стволы. Как наверху, так и внизу. Вероятно, именно так можно описать плато Гиза. Следовательно, моя гипотеза о системе подземных горных работ может быть вполне реальной. Если шахты Гиза были частью древнего подземного рудника, то имели ли они фундаментальную связь с находящимися наверху Великими пирамидами? Стволы шахт и Великие пирамиды лишены каких-либо египетских иероглифов и фресок, а их конструкция демонстрирует очень сложные технологии. Шахта Осириса и пирамида Хуфу даже имеют одинаковые большие следы от инструментов, напоминающие следы от современных машин. Были ли они созданы предыдущей развитой цивилизацией? Если эти древние шахты были выкопаны для добычи полезных ископаемых, то какую роль могли сыграть пирамиды в этой сложной операции? Я работаю над очень необычной и потенциально новой теорией первоначального предназначения Великих пирамид, которая основана на моей гипотезе древней добычи полезных ископаемых. Великие пирамиды – ключевые символы. Однако моя новая теория, так сказать, провокационная. В следующем видео я постараюсь привести убедительные доводы этой версии. Ваши мысли пишите в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.